Я реально знаю, как тяжело убить россиянина напротив. У нас другого пути нет, как биться сейчас за каждый сантиметр. Их задача сейчас повторить, например, Сталинградскую битву. И нам нужна шрапнель, ее много-много, чтобы цифровые компьютеры постоянно уничтожали большой объем пехоты. Добрый вечер. Сегодня у нас необычный такой, не стрим даже, а запись. И новый гость у нас на канале, поэтому все необычно, все в первый раз. У нас в гостях Юрий Кисляк. Здравствуйте, Юрий. Слава Украине. Героям слава, здравствуйте. Да, и смерть всем клятым врагам. Я давно искал человека, с кем можно поговорить профессионально о делах военных, потому что я человек совершенно не военный, у меня все знания об армии закончилось 30 лет назад, когда меня выгнали с военной кафедры со словами «больше никогда сюда не приходи». Но тогда я что-то смог усвоить, все-таки ПВО сухопутных войск, и оказалось, что даже кое-что помню. Там. Например, С-300 до сих пор оказывается в строю. Для меня это было удивительно, потому что мы его учили когда-то как новую технику. И такой старой техники, я так подозреваю, у нас в стране еще куча и куча. Ну, как показывает война, этой старой техники у нас еще. То есть знания, полученные 30 лет назад, они не устаревают, к сожалению. Хотя должно уже... За это время много всего изменилось, а вот военная техника нет. Ну и тактика, похожа со стратегией тоже. Все те же треугольнички, красные и синие стрелочки. И действия командира взвода мотострелкового в условиях военных действий, оно осталось все то же самое. И это, кстати, очень грустно. Но я думаю, что мы об этом всем постепенно поговорим. Но давайте начнем. Вы расскажите о себе, раз вы первый раз у нас на канале, то расскажите, представьтесь, кто вы, что вы, ваша суперсила. Я понял. Ну, я до 14 года, получается, я в детстве получил тяжелую травму, несовместимую с жизнью. Ну, вылез с этой ситуации, долго был парализован, и я как бы не был пригоден к воинской службе, но так как нас воспитывали в СССР, что без военного билета быть стыдно, ну, если вы же практически мой ровесник, то я 71-го года рождения, то вы понимаете, о чем я говорю. И я снялся с диспансеризации и получил как бы приписное, военный билет, мне его не хотели давать. Я заставил врачей дать мне военный билет. Они сказали, что это преступление, подвох. Потом я поступил, как и вы, в индустриальный институт, который закончил Леонид Ильич Брежнев. Я сам из города Каменское, бывший Днепродзержинск. И окончил там военную кафедру по службе ремонт артвооружения, артиллерист. Военная кафедра была настоящая, были настоящие полковники с боевым опытом в Афганистане, в Африке. Мы воочию видели эти самоходные установки, гаубицы. Учился я на военной кафедре, как и все остальные студенты, не буду врать, ну, приходил лишь бы ходить. И до 2014 года я полжизни проработал в финансовой сфере, от обычного клерка, кредитного инспектора, ну, вырос там до помощника вице-президента банка. Ну, я в разных банках работал, на риск-менеджменте. А с 2014 годом я как бы погрузился в эту проблематику. Я принял полностью, ну, как бы сторону своей страны, хотя у нас различные есть люди, которые не приняли. Я прямо с 2014 года я включился в систему сопротивления. Я это говорю не вооруженных сил, потому что сначала это были добровольческие отряды, которые были идейные помощники там, спецслужб. А потом я перевелся в вооруженные силы Украины, и так как имел высовку и был офицер запаса, хотя меня никто не искал, я сам нашел этот военкомат, которые были распущены, и пошел в вооруженные силы. В вооруженных силах я был командиром подразделения штурмовой артиллерии, так называемых самоходных минометов. Ну, это допотопное оружие, которое имело функциональность очень полезную в борьбе с пехотой. Но, как вы правильно сказали, все, что вы изучали на кафедре в 1988 году условно,
все оно у нас, это в лучшем случае осталось. Мы же еще и распродали это все. Мы успешно торговали с Африкой и с другими странами. Нам в наследство от этого Советского Союза осталось 6500 танков, и Т-72, и Т-64. И по итогу мы сейчас радуемся, нам Испания на днях должна передать 6 танков, которые тоже были произведены в 1971 году. По мере погружения в военную тематику, из дилетанта, пиджака так называемого, ну, я считаю себя на эту минуту неплохим специалистом в военной отрасли. Почему? Потому что прошел реальные бои, реальную подготовку в лагерях специального назначения. Я увидел, так как я служил без блата, ну, во все тяжкие шел, куда пошлют, то я увидел армию изнутри с ее недостатками или практически отсутствием достоинств. И поэтому, так как человек, который я уже был со сферы банковской, которой я занимался ребрендингом, я постоянно реставрировал фронт-офис банков, да, ну, то есть связан был всегда с реинжинирингом современным. Я не мог смотреть на это все спокойно и начал чертить, у себя конспектировать, как это сделать правильно, изучать лучший опыт лучших стран, потому что ну, надо всегда равняться на лучших. И набросал себе большую тетрадку замечаний и проблем, с которыми мы столкнулись в 2014 году. И начал тиражировать это, когда демобилизовался в 2018 году. Я начал писать о этих всех проблемах в военные ведомства и в военных пабликах. Меня долго не слышали, меня долго не замечали, но потом начали прислушиваться, и большой перечень проблем, которые были в украинской армии, я сдвинул с мертвой точки. Вот сейчас я занимаюсь практически 6 лет проблемой САУ-минометов автоматических с цифровым управлением, которые есть в странах НАТО. И благодаря моей работе президент Украины заключил контракт на днях с поляками на эти современные системы подавления пехоты противника. До этого занимался проблемой хаймарсов долго, тоже ее внедрял. И, ну и многие другие, не буду много перечислять, почему, потому что подумают, что я хвостун и вру. Но это все очень тяжело идет в нашей стране, потому что я встречал сопротивление, непонимание, у нас все хорошо, не вылезай, зачем это тебе надо. Я, например, посмотрел современные бои, когда мы вели, когда ты с помощью старой допотопной бусоли, старой линейки АК-4, это баллистической, а не современного калькулятора электронного, с помощью допотопного старого дальномера, который носит 6 человек, и он не дает точные целеуказания, и без беспилотника тебе надо стрелять в одну точку, а ты вместо того, чтобы по нормативам НАТО за 40 секунд подготовиться к стрельбе, ты готовишься 25 минут и стреляешь мимо. И это было сплошь и рядом. То есть баллистические показатели наши не соответствовали ничему нормальному. И я понял, что если у нас это так продолжится, а проблема нашего руководства военного говорит всегда президентам, что у нас все хорошо. Не может у военного быть в своей бригаде плохо. И это приводит к тому, что первые лица государства не владеют ситуацией, что на самом деле есть катастрофа. И я с этим начал бороться, как бы доказывать. Я постарался поменять службу управления артогнем, так называемая БУАР в Украине. И я увидел проблему старших офицеров батареи, это СОБы, это офицеры, которые ведут точную корректировку огня. Я увидел, как засылают практически на ноль людей, которые вызывают огонь на себя, это смертники. Это я все видел, и поэтому я начал орать везде, где только мог, чтобы это изменить. Почему? Потому что если мы этого не поменяем, нам как стране будет нанесен тяжелейший удар. И слава богу, на 9-й год войны, представьте, мне надо было 6 лет орать вчерашнему гражданскому, чтобы на 9-й год войны купили первую батарею нормальных самоходных минометов с цифровым управлением огня и интеграционной системой НАТО. Мало того, вы сами посмеялись, что С-300 стреляют, но так же самое и мины прогрессируют. Немецкие мины летают на 25 километров. Они имеют 4 вида взрывателя, начиная от дистанционного, со шрапнелью для поражения пехоты. Мы все видим кадры, когда
наша мина обычно разрывается посредине взвода российского, она их никого не поражает. Почему? Потому что она не без дистанционного взрывателя. И над эти все мелочи, я любое интервью Бутусова с военными, любой свой бой, любой чужой бой, любое видео, я его конспектировал, раскладывал его по полочкам. Ну и от меня, может, и шарахаются многие там в Министерстве обороны, в ГШ, но они меня услышали, потому что я сейчас общаюсь как бы с большими чиновниками, которые понимают всю пагубность ситуации, которую мы допустили. Все. У нас перед войной была масса иллюзий. Ну, с одной стороны, например, мы все думали, что Гар заминирован, и со стороны Крыма, если кто и пойдет, то это будут бои долго, упорно и практически, долго. Но оказалось, что это не так. В Херсоне были через 2 дня, в Олежках, из-за того, что 3 раза Цурюпинск искали на карте, проезжали мимо, дня 2 ехали до Олежек. У нас была иллюзия, что наша армия все-таки 9 лет войны, все на фронте, и перешли уже, перестали быть советской армией, а стали армией, если не натовского образца, то какой-то украинской армией, немножко другой. Потому что понятно, что если две советских армии будут воевать между собой, то большая советская армия всегда победит маленькую советскую армию. Но это очевидно. Поэтому должны были быть какие-то нестандартные решения. Вот с вашей точки зрения, как человек, который служил, наша армия перестала быть советской или осталась советской? Я вам так скажу, она глубоко советская армия, потому что начиная от, я как пришел, например, смотрите, меня тот же самый банк воспитывал быть, я по природе эмпатик, я эмпатик к человеку. Меня приучили с детства защищать слабого. Я не могу человека просто так обидеть. Для меня любой человек – это человек. То общение, которое я увидел в армии, оно не соответствовало моему формату общения с людьми. То есть у нас была армия имени, у нас сейчас, например, Академия Генштаба Украины называется в честь великого палача крестьянских бунтов в Украине, некто Черняховский. Он потом сделал карьеру генерала в сталинской армии. Но это был крайне жестокий человек, который были такие ученые у ЧК, которые ходили, расстреливали села. И у него был личный маузер Троцкого, в честь него он был награжден за великие репрессии против крестьянского движения Черкасской и Черниговской области. И ни один историк не задает вопросы, почему в честь этого человека названа Академия Генерального штаба. И вот эти все измы, они идут с малого. Или, например, я приехал в Академию сухопутных войск в Одессу на переподготовку по управлению артогнем и ремонту артвооружения. Там в центре Академии, там где главк у них, стоит церковь Московского патриархата и на закрытые объекты свободный допуск прихожан и всего остального. И в секретном отделе у меня офицер, женщина, капитан, спрашивает, а с кем вы там воюете? То есть Академия сухопутных войск, которая выпустила только 7 маршалов Советского Союза, да? То есть это особисты, они должны понимать, они хотя бы должны быть люди, которые понимают, с кем мы воюем. Она явно задавала провокационный вопрос, симпатизируя Российской Федерации. И с этим мы сталкивались постоянно, и с утра до вечера. Почему это? За 9 лет у нас не было никакого перевооружения. Мы все рассказываем про эту великую Стугну. Этот выстрел был изобретен в 1973 году. Мы долго не могли с белорусами сделать нормальную систему наведения. Американцы нам дали технологию по наведению этой стационарной ПТРК. Она весит, эта станина, 110 килограмм. Ее в активных боевых действиях, даже в полях, ее переносить невозможно, она тяжелая. При том, что она чуть-чуть нам помогла. Но это была не новая разработка, это было все такое, мы подскребли все крошки со стола Советского Союза. И мало того, мы даже сэкономили за эти 9 лет, КБ УЧ просили вот эти портфели, чемоданчики, которые они раскрывают, закупать более дорогие для возможности вести ночной бой, и отказывали. Например, если у нас даже и были в каких-то КБ, у нас неплохие наработки всегда были по РЛС, хорошие. Украина получила базу научную от Советского Союза.
И, например, нам надо было освежить все шилки, это зенитки с 4 выстрелами, которые ЗУ-23 на тягаче, которая резко видела все. То есть она из слепого превращалась в шилку, которая видит далеко, на любой высоте и мелкие цели, а не большие. Но это не было профинансировано. Мало того, я даже скажу по Стугне, у КБ УЧ всегда были проблемы с получением бюджетного финансирования на очередной год. Они подключали людей в парламенте, кого угодно, чтобы хотя бы копейки выбить. И она по большому счету 2 года не финансировалась. Маленький пример. Допотопный Булат и Оплот. Экспортные варианты для Таиланда и Пакистана, наших танков. Это Т-64, в который, ну это как вы купили Деуланос и повесили там какие-то на торпеду красивые наклейки. Это крайне несовершенный танк, но это все равно был лучше, чем базовый. У танка самая главная задача – это живучесть экипажа. И когда руководству страны задавали вопросы, почему вы не заказываете оплоты и булаты для украинской армии, они говорили, для вас это дорого. Я больше скажу, например, комплекс 125, это старая допотопная Печора, которая система ПВО. Мы сделали неплохую систему, которая ярко расширяла возможности 125-го комплекса. Но во время войны, даже вот этой 8-летней, да, до 2-й фазы, мы ее продавали в Эфиопию как экспортный вариант, но в украинскую армию мы ее не поставляли. И так во всем. И мы войну встретили с одной Богданой, гаубицей этой 155, одной. И не 1000, а одной. Одним буревием, одним штормом С экспортным вариантом. Мы даже оперативно-тактический комплекс, который сделали для Арабских Эмиратов, через американцев мы его возвращали к себе, просили, простите нас, засранцев, отдать, у нас война началась. При том, что я сам из Южмаша по соседству живу, и мой дедушка работал в КБ Янгеля, с молодости. Я знал эту систему. И мы могли бы, люди, которые делали сатану, 18-ю, 20-ю, 22-ю, мы докатились до ручки, что мы даже не сделали себе шахедов этих, с вентиляторами дронов. При том, что была уже война. Так как я пошел на войну, я поехал на теме войны, начал все конспектировать по войне Баку с Арменией. Я видел, как они воюют, я видел их технологии. Они активно используют гарпии, хоропы, баражирующие дроны. Они вот этими, я забыл, как они называются, Риппера 9-го аналоги израильские, 400-й, 900-й, они ими активно наводятся. Но мы это ничего не закупали. Мало того, я вам больше скажу, когда перед самим вторжением приехал Макрон, Зеленский ездил во Францию, и Макрон ему хотел продать 2 эскадрильи новых 4 плюс истребителей Рафаль Дасо. Это, я считаю, это произведение искусства. Это, хоть он и не невидимка, но супер. Через товарный кредит. Почему? Потому что у этих военных концернов всегда есть проблема, у них высокотехнологичные производства останавливаются, большая конкуренция. То есть американцы делают F-16, корейцы делают аналог F-16, шведы делают Гриппены 39-е хорошие. Есть большая конкуренция. И это товар штучный, его просто так не продашь никому. То наше руководство отказалось от Рафаль Дасо, потому что все собирались на шашлыки. И мало того, сейчас идут массовые жалобы, что, например, в израильской армии идет горизонтальное управление боем. То есть лейтенант выходит, и лейтенант выполняет, у него есть БК, он все использует, он сам принимает решения. Вот на этом промежутке фронта лейтенант, он генерал. То у нас все ноют, кричат, что дай мне, зачем же вы мне дали 5 мин, дайте мне хоть 20 мин. Они мины не могут выпросить. То есть они видят врага, но они не могут выпросить мины у комбрига. Поэтому что у нас поменялось? У нас поменялось, знаете что? Мы с перепугу, со страха, понимая, что есть катастрофа, мы насытили современной системой управления боя КСП. Это центральные пункты, в которых есть уже более-менее цифра, подвязанная к нашим беспилотникам. Это есть. И плюс, когда поступает западное вооружение, ты хочешь не хочешь, ты начинаешь учиться. Я же показывал переписку, у меня даже были эфиры национального характера, в которых я показывал, что я в январе умолял на коленях купить хаймарсы, заказать их, хотя бы начать заказывать у партнеров, не только джавелины и энлавы. И по энлаву и джавелинам я рассказывал, что Стугна нас не спасет, нас спасут джавелины. И
И они меня услышали. Вот тогда со страхом я быстро успел докричаться по хаймарсам. Я вышел на Арахамию, вышел на влиятельного человека, который контролирует город Днепр, который тоже решает вопросы администрации президента. И они отправили Резникова на переговоры к Остину. Остин отказал первый раз. Он сказал, что мы вам будем искать в Африке БМ-27, ураганы и смерчи. А Резников настоял, что нам надо хаймарсы. И эти хаймарсы, в принципе, у россиян были неделя, когда они в неделю спокойно 45 километров проходили. Вот, например, когда они пошли с Белгородской области в направлении Купянска, они шли просто пешим маршем. И хаймарсы их прыть поубавили. 9 лет это были ток-шоу у Савика Шустера, у разных там людей, были какие-то ветераны с массой наград, но реформ реальных не было, к сожалению. А, кстати, в последнее время, кстати, о хаймарсах слышно не так часто, как когда они только появились. Есть какие-то проблемы или у нас просто нет сейчас уже БК и к хаймарсам тоже? Нет, они работают постоянно. Я вот только за вчерашний день три поражения РЛС было. На Херсоне. Их много, и они работают. Все успешно. Просто зачастую бывает показывают выстрел и не объясняют, с чего это выстрел. С ними нет проблем. Просто я предполагаю, что бывают моменты, когда какая-то партия выстрелов заканчивается. А мало того, их же там меняют. Их меняют, например, если надо с пехотой бороться, подвозят М-30. Если надо бороться с какими-то там системами поражения укрепрайонов, надо другие хаймарсы выстрелы. Сейчас они завезли хаймарсы, которые летают на 150 километров. Этот Боинг Скания шведская, АСА. Они есть, они работают. И если бы их не было, то, поверьте, может, мы бы интервью не в Украине записывали. Это радует. Но атакамсы все равно, разговоров об атакамсах все равно он отложен, и, я так понимаю, нам их не дают. А по какой причине? Смотрите, нюанс такой, что я там, где мой дедушка Федя работал, у Янгеля, если мы делали с разделяющимися боеголовками ракету, которая шахта глубиной 9-этажный дом, одна шахта стоила до $1 миллиарда, шахта с городком, то и ракета улетала на 75 километров в космос, и потом наносила удар по Канаде и США, то атакамсы у нас есть. Их надо просто выделить деньги, я не знаю, в подвале там или еще где-то в Польше, их собрать надо. И есть у нас оперативно-тактический комплекс Гром, Кильчень, Сапсан, все есть. Доведите его до ума, все. Понятно, что атакамс надо в срочном порядке, но страна, которая имела лучшую ракетную промышленность в мире, мы с американцами конкурировали, мы обязаны этот атакамс сделать. Свой. Я вам так скажу, что той проблемой, которой я занимался с минометами, она намного важнее. Почему? Потому что россияне против нас выставляют не атакамс, а выставляют ноги, просто ноги. Их задача сейчас повторить, например, Сталинградскую битву. И нам нужна шрапнель, ее много-много, чтобы цифровые компьютеры постоянно уничтожали большой объем пехоты. Все. Потому что мы не можем себе позволить такой объем мобилизации, как может позволить Россия. Мы не можем позволить себе столько убитых, как может себе позволить Россия. У них совершенно верно. И мало того, у нас при советском ментальности мышления, да, мы много нахватались у России коммунистического, и зачастую в истории мы не хуже выступали палачами, чем они, потому что наши есть знаменитые украинцы, я их могу цитировать там очень много, и в ГРУ, и в НКВД, и везде. Сейчас ответственный по захвату Украины, первый зам ГРУ Российской Федерации, уроженец города Хмельницкого, вот на эту минуту. И группировку Южного округа российского принял тоже этнический украинец Кузьменко. Поэтому тут проблем с этим нет. Я к чему хочу сказать, что нам сейчас просто надо срочно эту идеологему поменять, и все. А каким образом может быть идеологема, если генералы все равно остались даже не советскими, а постсоветскими, которые
То есть боевых генералов не так уж и много, и мыслить, когда можно отправить много народу, зачем тогда много снарядов, если можно отправить много народу? Так вот, ну, и поэтому такие люди с боевым опытом, как я, поднимают шум. Я любому Залужному говорю, что вы когда приходите на нараду господину Зеленскому, у нашего любого человека хочется сказать, что у меня все хорошо, как у хозяйки в доме. Говори, что все плохо, говори как есть. Пришло время, час X, твоя ложь или твое сокрытие ситуации приведет к катастрофе страны. Я, например, сейчас несколько месяцев боролся, мое видео стало вирусным. Арти Грин, такой знаменитый наш артиллерист, растиражировал мое видео о том, что я объясняю, почему сейчас нельзя контрнаступать. Потому что сил нет. Мы с потерей армии потеряем государственность в том виде, в котором мы... Я эту мысль потерял предыдущую, что мы не можем позволить таких жертв. Почему? Потому что мы все-таки все равно нас уже 30 лет учили быть человечными. Мы в этом плане не являемся Россией. И мы не живем... У нас идеологема свободного человека хоть как-то развивалась. У них идеологема религиозного противоставления Западу. Поэтому мы должны включать свои мозги и воевать технологиями. Я вам так скажу, что американцы, когда зашли в буря пустыни, это была великая война, великая. Она непростая была. У Ирака была серьезная армия, серьезная. То американцы потеряли 3300 человек, потому что они правильно все планируют. А моя задача, как человека креативного, вносить, вот я получаю эфиры там у Романенко, вот недавно выступал на Эспрессо. Я объясняю, как это надо делать. Я не хочу быть ни Ждановым, не хочу быть ни каким-то другим военным экспертом. Мне надо еще как-то жить, а не сидеть возле телефона. Но ключевые моменты я уже знаю, кому писать и как правильно это все рисовать. А мы, да, я с вами согласен, у нас сейчас в некоторых участках фронта, ну не на некоторых, а на всех, Верден в чистом виде. И в чистом виде ремарк, когда в одном окопе на расстоянии 70 метров, в другом грязище друг друга убивают и все. Это не наша война. Наша война — это искусство. А искусство нам могут дать технологии. Все. Почему? Потому что немецкая мина летит на 25 километров, она практически из калибры Хаймарс. И эта мина, она оцифровывается, и она с точным целеуказанием. То есть мне не надо по какой-то цели работать 50 мин стрелять, мне хватит 2. Ну, это действительно так, что это как-то не наша война. Ну, в том смысле, что она не в нашем стиле. Потому что Бахмут, когда люди долбятся уже сколько месяцев, и непонятно, ну, я не специалист, я не военный, но я не понимаю, зачем держать Бахмут и ложить там кучу народа для того, чтобы его удержать. Может быть, было Я объясню. Во-первых, все очень просто. Во-первых, мы формируем резервы, это самое главное, потому что не все мы знаем по нашим резервам. Мы же можем говорить про 1 миллион мобилизированных, но и задержки с вооружением есть, и т.д. и т.п. Это раз. Потому что логистику мы только выстраиваем. Эту логистику страны выстраивают десятилетия. Мы ее пытаемся построить за год. Во-вторых, на примере Бахмута формируется кость и национальная сердцевина. Я только сегодня читал аудиокнигу про сражение немцев против японцев в Китае, там, где у них была военная база типа Цусимы. Порт-Артур, только немецкий, ниже чуть-чуть. То немецкие генералы как описывали это? Они говорят, мы понимали, что Япония далеко, у нас нет резервов, но мы нашему гарнизону приказали биться до последнего для того, чтобы воспитать идеологически молодежь и объяснить, что мы воины, у нас есть дух победителя. Самое главное в этих сражениях, таких как Бахмут, иметь всегда жёлоб, коридор для того, чтобы выйти из него. И все. Поэтому я считаю, у нас другого пути нет, как биться сейчас за каждый сантиметр. И самое тяжелое, то, что было мне непонятно, это операция, я извиняюсь, сейчас там мне сообщение приходит, это операция Мариуполь, она была бездарная. Но я связываю с отсутствием полностью опыта у нового генералитета. Почему? Потому что когда ты не держишь коридор для выхода, то ты обрекаешь людей на катастрофу. И вы мне задавали вопрос по Херсону, по Чангару, да? Когда вы пропустили
российскую группировку на юг и упала у вас волноваха, то это второклассник понимает, что надо было срочно Мариупольский гарнизон выводить срочно из города. Почему? Потому что он попадал в западню. И вы фактически 14 тысяч человек угробили бездарностью. Сейчас они выводят. Бывает запоздало, как Северодонецка, но выводят. Это очень важно. Ну а сражаться нам надо за каждый сантиметр. Почему? Что я вас хочу как бы проинформировать, что когда вы приводили пример Цюрюпинска, мимо которого проезжали, и я на нем был. Я ездил на учебные стрельбы в Николаево и всегда его проезжал, этот Цюрюпинск. То они были в 2 километрах от города Кривой Рог. Понимаете? И смотрите, как они легко зашли на юг, и как их будет тяжело сейчас выбить, если мы их вообще когда-нибудь выбьем. Ну, это еще один большой вопрос, как они зашли, почему они зашли и почему сдали Мариуполь как базу Азова. Там есть масса вопросов по этому поводу, связанные с аманскими договоренностями и другими вещами. Ну ладно, мы пока чисто военные, мы не будем вдаваться в конспирологию. Нет, так это военно. Нет, это конспирологии нет, это военно. Это ж, если у господина Баканова 3 зама, 3 кадровые разведчики Российской Федерации, то они ж... У Зеленского было главное направление, это юг, это Херсон. Он там нарады постоянно проводил на вертолетах. Вы посмотрите, мы сейчас... Угледар это вообще не город, это вот такой поселок. Я просто знаю хорошо местность. У меня полсемьи с Донецкого региона. И мы его обороняем легко. Почему? Потому что мы поставили нормальные на гидродвижение мины, да, и уже 4 бригады лучшего спецназа, 155-я элита ихняя, они все растворились. Если бы не было предателей, то они бы растворились и на минах на Херсонском направлении или на Чангаре. Поэтому ни для кого не секрет, что мы страна глубоко коррумпированная Российской Федерацией, и сколько у нас еще есть двойных агентов, один только Господь Бог знает, или архивы Лубянки. В архиве Лубянки, если они не успеют их сжечь, мы тоже о них что-нибудь узнаем, я думаю. Но сейчас, конечно, освобождать юг это очень тяжело, и какой-то оптимизм по поводу контрнаступления, который, не знаю, там, почему-то считается, что люди ждут контрнаступления. Но мне кажется, что общество как раз и не ждет контрнаступления, потому что никто не хочет рисковать нашими солдатами особо. Ну, оно будет, но, наверное, должно быть гораздо больше оружия, когда оно все придет. И тут возникает вопрос, когда оно, собственно, придет, и мы пока об этом не знаем. Есть, естественно, что мы не знаем всего, что пришло и как, но явно, что самолетов нет, и минометы... Я вам так скажу, мы пока не получим... Да, F-16, то, или, например, Миражи 2000Н, или Гриппены 39, это контрнаступление будет иметь для нас очень тяжелые последствия. И вот и все. Американцы, когда воевали, их просто надо войны американцев конспектировать. У них просто все идеально. Представьте, захватить Ирак, там под 40 миллионов населения и потерять 3000 человек, или в Афганистане у них 8 КСП, всего лишь 5000 человек, контролировали весь Афганистан. Да, при поддержке атомных подводных лодок, которые в Персидском заливе были, да, при помощи стратегических бомбардировщиков, там МБ-1-2, там, или еще каких-то. Но они умеют маленьким количеством делать все правильно. Вот и все. Поэтому нашего командования, службы РАО, катастрофические просчеты, да, оружия хорошего нет. Поэтому я бы, если бы контрнаступление делал, я бы его вообще минимум через полгода делал. Потому что надо собрать жир. Мы должны перестать Нацгвардией наступление какое-то. Нацгвардия наступление, вот эти ролики крутят. Автомат это сейчас средство индивидуальной гигиены. Это не оружие вообще на войне, автомат. А у нас, к сожалению, это альтернатива. У нас сейчас проблема на Бахмуте, эти Су-35, которые кабами атакуют дома. Это 500-килограммовая бомба. Это говорит о том, что у нас нет тактического уровня ПВО, типа там Кроталь или Эванджер. Нам даже не на наступление надо думать, нам надо думать о нуле. Наша самая главная фишка это активная защита и оборона.
Вот и все. Не надо народ кормить ожиданиями мою маму, мою бабушку, мою сестру, которая не разбирается в этом. И они, как обыватели диванные, заразившись этой словом контрнаступления, требуют от Зеленского какие-то наступления. Нет. Это, знаете, как ты боксируешь и, поломав структуру своего боя, идешь на контратаку, и тебя на противоходе человек бьет в челюсть, и ты падаешь в нокаут. Все. Мы можем такое же самое получить контрнаступление. Поэтому пока мы не получим, а есть намеки на лето первые эскадрильи А-10 и F-16, мы об этом контрнаступлении думать нежелательно. Нам очень выгодно сейчас отстреливаться. Мы еще должны понимать, что мы не с колхозниками воюем. Мы воюем с армией со своими сухопутными традициями. Есть определенная школа ведения войны, и это надо понимать. Мы и так большие молодцы. Мы 14 месяцев просто выше крыши прыгнули. У нас народ духовитый, воевать умеет. Но их надо правильно, логистически обучить всему. Ну, современная война – это война технологий, война вооружения на самом деле. Уже давно, наверное, только русские и, наверное, китайцы еще могут отправлять миллионы людей в атаку и забрасывать мясо. Поэтому, конечно, тут вопрос, где брать оружие, потому что Укроборонпром, он не создавался для того, чтобы оружие создавать, а для того, чтобы его продавать. Это контора, которая по отмыванию денег и по продаже всего, чего только может. И растворившиеся 6 тысяч танков, они же через Укроборонпром и через его предшественника Укрспецэкспорт, они же все куда-то и ушли. Ну, смотрите, споймали тогда брата Ющенко, да, самые большие продажи были при Ющенко вооружения, при Патриоте. Вышиванка, все вот это, Голодомор. Брат Петро торговал оружием. Помните, когда споймали сухогруз Фаина с танками, сомалийские пираты? И кто ездил, выкупал этот танкер? Петр Порошенко летал с деньгами и выкупали его. И часть денег давал Пинчук, Виктор Пинчук. Я к чему хочу сказать, что они всегда зарабатывали большие деньги. Я вам так больше скажу, когда по кольчугам был скандал, что были попытки их продать в Ирак, они были, то был такой близкий друг у Кучмы, который занимался этой проблемой, господин Малев, он уроженец города Запорожья. То когда он поехал к себе домой, на него наехал КАМАЗ. И такие КАМАЗы наезжали на многих. Поэтому они всю жизнь, вот как Николас Кейдж играл торговца оружием украинца, когда он выложил карту Украины с кокаина и нюхал ее. Это все было, это же фильм по документальным событиям. Да. Ну так и вопрос, и как во всей этой ситуации теперь быть? Потому что, конечно, есть волонтерские проекты, те же минометы, есть проекты, которые волонтеры сами создают минометы для армии. Но это же единичные случаи, и в гараже, конечно, можно наклепать из труб, но над всеми же ходит статья о производстве, незаконном производстве и распространении оружия. Укроборонпром никогда не отдаст свою монополию на производство оружия, чтобы, не дай бог, кто-то еще кроме него. Тут все будет валиться, но они никогда не сдадутся. Ответ простой, это как делает, например, я вам скажу, Франция, которая всю жизнь воевала с Италией исторически. Возьмите 1812 год, там сплошные войны были за Туницу, за Савойское королевство. У них сейчас все концерны 50/50 практически. Мало того, многие открытые акционерные общества с IPO и имеют представительства и свои заводы по всему миру. Сингапур, Австралия. Сейчас на Challenger 3 открытый аукцион идет, преобразование танка. 45 стран поставляют, начиная от гвоздика. Укроборонпром, я знаю, начал работать с поляками по минам многим, по многим выстрелам. Уже сдвинулись с места. Там уже времени нету, терять это все дело. Поэтому я вижу, что Укроборонпром, как бы я сделал на месте Зеленского, я бы его упразднил, я бы иностранным миллиардерам, например, каким-то хедж-фондам, американский хедж-фонд под 100 миллиардов, это такая ерунда, это даже не деньги. Я бы дал им льготы на ближайшие 25 лет, 40, без налогов. Заходите, заводите технологии.
И они быстро найдут выход из ситуации. Поляки, например, по научно-техническому прогрессу не тянут головой, ну, у них нет школы военной. Но что они делают? Они, например, покупают крупную партию у Рафаэля ПТРК «Спайкер», делают 5-6 крупных закупок, а потом говорят, у нас есть деньги у поляков, а вы у нас строите завод по лицензии. И сейчас несколько видов «Спайкеров» ПТРК автоматических 3-го поколения делается в Польше. То же самое они сделали, купили 5-6 крупных контрактов у корейцев по гаубице и по истребителям легким. А теперь говорят, пацаны, пожалуйста, открывайте завод в Польше, лицензируйте, и мы будем производить эту К-9, знаменитую гаубицу 155-ю, под названием «Краб». Все. Есть, не надо ничего выдумывать. Велосипед они уже выдумали на Западе. Надо просто делать так, как они делают. И те же самые СМПТ, которые мы молимся на них, ПВО шикарное, 5-го поколения. Это СМПТ делают итальянцы, французы и еще 27 стран. Сейчас иметь полный замкнутый цикл внутри страны даже США себе не могут позволить. Чтобы вы понимали, секундочку, у меня тут кот мяукает, могу на секунду выйти его покормить. Я к чему хочу сказать, что даже американцы сейчас вошли в ВПК Швеции на 50-70% финансирования. Больше скажу, американцы на 70% денег вошли капиталом и технологиями в ВПК Израиля. Если вы думаете, что в Тель-Авиве это придумают, то нет. Я видел, как работает Lockheed Martin, который Хаймарсы делает. Там сидит там 70% работников IT-сферы, индусы. Lockheed Martin, это знаменито, и корейцы. Я вижу вообще, когда мы выстоим, и та территория, которая будет Украина, я не занимаюсь победобесием, потому что я реально знаю, как тяжело убить россиянина напротив, то, допустим, это будет ФРГ, да, аналог, или Северная Южная Корея, то на этой территории будет военная администрация, которая будет руководиться США, какие-то чилийские мальчики, которые приедут и скажут, ребят, у вас денег нет, вы банкроты. Мы вам открываем фондирование, но делаем реформы по нашим законам, потому что у нас все отрепетировано. Мы это делали на Тайване, мы это делали в Японии, мы это делали в ФРГ, мы так сделали ЕС заново. Это американские планы будут. И будет так же самое у нас, потому что мы будем с голой задницей, и мы будем зависеть от них на 1000%. И так это и будет. Аденауэр будет ходить какой-то наш Конрад Аденауэр, Зеленский, на приемы, говорит, что он президент ФРГ. А какие-то 2 больших чиновника с Министерства финансов США будут проводить реформы. Вот был такой уроженец города Черкас, он уехал молодым парнем в США, украинец, еврей. И он был руководителем Международного валютного фонда, который делал все реформы на Тайване и в Японии. Есть технологическая карта, которую они разработали, и они это все претворяют в жизнь. Поэтому я здесь чего-то страшного не вижу. Главное, чтобы американцы нашей этой клептократии, которая думает только о себе, дала по рукам и зашли сюда. И так делали, как в Корее. Они же пока РОДУ не поставили, руководители Южной Кореи, у них ничего не получалось. Корейцы воровали. Воровали, да. Они уже сделали чобали, эти Samsung, Dell, Hyundai. Они с чего начинали делать знаменитые вот эти Hyundai, которые сейчас делают все, и военную технику. Они ремонтировали вооружение, которое воевало американское на Корейской войне. Они делали рембазы. И после рембаза они начали делать эти все чобали, которые сейчас делают все абсолютно. Главное с правильными людьми дружить. Я в американцах вижу только позитив.